Знаете ли вы, что существует такой удивительно простой продукт, что если съесть его всего за полчаса до сна, он во время отдыха способен поддержать и частично восстановить зрение? Без дорогих операций, без искусственных капель и без затратных процедур? Только благодаря правильному питанию. Неожиданно, правда? Каждую ночь у вас есть скрытая возможность заботиться о глазах изнутри. Но большинство людей упускают ее, даже не подозревая, что это реально. И самое интересное, его действие этим не ограничивается. При регулярном употреблении этот продукт помогает увлажнять глаза изнутри, улучшает ночное зрение и укрепляет сетчатку. Это ключевой элемент, позволяющий пожилым людям надолго сохранить четкость и яркость взгляда. Однако есть важная деталь, о которой знают немногие. Так же, как существуют продукты, поддерживающие восстановление и защиту глаз, есть и такие, что действуют совершенно противоположно. На первый взгляд они кажутся безобидными, но на самом деле ускоряют развитие катаракты, вызывают сухость глаз и постепенно ослабляют нервы, отвечающие за зрение. Вот почему я хочу поделиться с вами крайне важной информацией. Сначала я расскажу о 4 особенно полезных продуктах, которые помогают нашему зрению восстанавливаться во время сна. А затем остановлюсь на 3 категориях пищи, которых крайне нежелательно употреблять вечером. Если вы действительно хотите защитить свои глаза, обязательно оставайтесь до конца, ведь я дам простой рецепт, который готовится за считанные минуты перед сном. Он улучшит кровообращение в глазах, снимет напряжение и позволит утром проснуться с ощущением ясности и легкости. Почему же так важно уделять особое внимание здоровью глаз после 60 лет? Все очень просто. Глаза состоят из тончайших и чрезвычайно чувствительных структур — сетчатки, зрительного нерва, хрусталика и роговицы. Если каждая из этих частей работает правильно, зрение остается четким и стабильным. Но стоит появиться малейшим нарушением, и сразу же возникают тревожные симптомы. Хрусталик начинает мутнеть, формируя катаракту. Сетчатка теряет чувствительность, что приводит к макулярной дегенерации и искажению центрального зрения. А если сосуды повреждаются высоким давлением или диабетом, развивается ретинопатия, одна из самых частых причин снижения зрения в пожилом возрасте. После 60 лет глаза становятся гораздо более уязвимыми. На их состояние напрямую влияют повышенное артериальное давление, избыток сахара в крови, побочные эффекты некоторых лекарств и, конечно же, неполноценное питание. Поэтому, если вы замечаете сухость глаз, усталость при вождении в темное время суток или трудности при чтении мелкого текста, пора обратить на это внимание и начать действовать. И вот здесь на сцену выходит первый продукт, о котором я хочу рассказать. Это настоящий классический помощник для глаз, используемый веками для укрепления зрения, улучшения микроциркуляции и защиты сетчатки. Первый продукт — морковь. Все знают, что она полезна для глаз, но далеко не все понимают, что при правильном употреблении вечером ее вещества продолжают работать ночью, помогая тканям глаз восстанавливаться и укреплять сетчатку. Морковь содержит высокую концентрацию бета-каротина, природного пигмента, который организм преобразует в витамин А. Этот витамин необходим для выработки родопсина, особого белка в глазах, отвечающего за способность видеть в условиях низкой освещенности. При нехватке витамина А глаза начинают пересыхать, ночное зрение становится размытым, а со временем этот дефицит может привести к повреждению роговицы и повышенному риску частичной или полной слепоты. Исследование, опубликованное в журнале Archive of Ophthalmology, показало, что у пожилых людей, рацион которых был богат бета-каротином, вероятность развития возрастной макулярной дегенерации была значительно ниже. А Американская академия офтальмологии подчеркивает, витамин А играет важную роль в профилактике ксерофтальмии, состояния, при котором поверхность глаза пересыхает и зрение ухудшается. Кроме того, морковь богата лютеином и зеаксантином, мощными антиоксидантами, которые концентрируются в макуле, области глаза, отвечающей за восприятие мелких деталей. Эти вещества защищают зрение от разрушительного действия синего света и экранов, а также от окислительного стресса, усиливающегося с возрастом. Как же употреблять морковь так,
чтобы полностью раскрыть ее ночной потенциал? Один из простых вариантов — приготовить свежий морковный сок на ужин или выпить его как легкий напиток перед сном. Для этого достаточно измельчить одну среднюю морковь в блендере с половиной стакана воды и добавить несколько капель лимонного сока. Другой вариант — натереть морковь и добавить ее в вечерний салат с оливковым маслом, которое помогает лучше усваиваться витамину А. Важно помнить, переусердствовать не стоит. Избыточное количество бета-каротина может откладываться в коже, придавая ей слегка оранжевый оттенок. Но одной моркови в день вполне достаточно, чтобы ощутить ее пользу. А теперь приготовьтесь, потому что следующий продукт не только укрепляет зрение, но и улучшает кровообращение в глазах, а также помогает предотвращать повышение внутриглазного давления, распространенные проблемы у пожилых людей. Второй продукт — черника. Многие пожилые люди сталкиваются с трудностями при переходе из яркого света в темноту или испытывают замедленное восстановление зрения после резкой вспышки. В большинстве случаев это связано с нехваткой антиоксидантных пигментов в сетчатке. И именно в такой ситуации незаменимой становится черника. Эти насыщенно-синие ягоды богаты антоцианами, веществами, укрепляющими капилляры глаз и улучшающими циркуляцию крови. Благодаря этому сетчатка получает больше кислорода и питательных веществ, особенно в ночное время. Такие свойства помогают быстрее восстанавливать ночное зрение. В исследовании, опубликованном в журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, ученые доказали, люди, регулярно включавшие чернику в рацион, значительно лучше адаптировались к темноте. Как включить ее в вечернее меню? Просто добавьте горсть свежих ягод к ужину, приготовьте настой из несладкой сушеной черники перед сном или смешайте ее с натуральным йогуртом. Важно лишь избегать промышленных вариантов с добавленным сахаром. Он сводит на нет пользу этого ценного продукта. Третий продукт — шпинат. Глаза обладают естественной защитой от вредного излучения. Это лютеин и зеаксантин. С возрастом уровень этой защиты снижается, но шпинат считается одним из самых богатых источников этих соединений. Каждый день глаза подвергаются воздействию солнечных лучей, экранов и искусственного освещения. Если в организме не хватает лютеина и зеаксантина, макула, участок сетчатки, отвечающий за чтение, распознавание лиц и четкое восприятие деталей, начинает разрушаться. Это приводит к размытости центрального зрения. Шпинат работает как внутренняя линза. Он фильтрует синий свет, снижает ослепляющее действие и защищает самые чувствительные клетки сетчатки. В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, было показано, что у людей, регулярно употреблявших шпинат, риск макулярной дегенерации значительно снижался. Они реже жаловались на усталость глаз и быстрее приспосабливались к тусклому освещению. Чтобы получить максимум пользы, шпинат лучше готовить на пару или слегка обжаривать с оливковым маслом. Полезные жиры усиливают усвоение. Например, блюдо из шпината с вареным яйцом на ужин может стать настоящей ночной терапией для глаз. Достаточно небольшой порции несколько раз в неделю, чтобы укрепить этот природный щит. Четвертый продукт — огурец. Хотя огурец обычно воспринимается как компонент легких салатов, он также является важным помощником в поддержании увлажненности глаз и в борьбе с сухостью, которая часто беспокоит пожилых людей. Более 90% огурца составляет вода. К тому же он содержит калий, магний, витамин С и кремний, вещества, необходимые для регенерации тканей и сохранения эластичности сосудов, питающих глаза. При недостаточном увлажнении слезная пленка истончается, появляется жжение, зуд или ощущение песка. Длительная сухость может привести к воспалению, ухудшению зрения и повреждению роговицы. В исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Nutrition, отмечалось, что рацион, богатый продуктами с высоким содержанием влаги, такими как огурец, заметно уменьшал проявление сухости глаз у пожилых людей, особенно в сочетании с антиоксидантами. Как включить огурец в вечернее питание? Один из вариантов — приготовить освежающий напиток. Измельчить половину огурца в блендере со стаканом воды и несколькими каплями лимонного сока.
Также огурец прекрасно подходит для салата с авокадо и оливковым маслом, которое улучшает усвоение витамина Си и антиоксидантов. Кроме того, огурец полезен и при наружном применении. Достаточно положить по 2 ломтика на веки на 10 минут перед сном. Это помогает снять воспаление и расслабить кожу вокруг глаз. Огурец — доступный, недорогой и безопасный продукт для ежедневного использования. Теперь, когда вы познакомились с 4 природными помощниками, способными восстанавливать, увлажнять и защищать зрение во время сна, важно упомянуть и о тех продуктах, которых стоит избегать в вечерние часы. Ведь так же, как существуют продукты, укрепляющие зрение, есть и такие, которые незаметно наносят ему вред, даже если кажутся полезными или популярными. Первый продукт, которого лучше избегать — рафинированный сахар. На первый взгляд может показаться, что небольшое сладкое угощение перед сном не принесет вреда. Но именно употребление переработанного сахара вечером становится одним из серьезных врагов здоровья глаз в пожилом возрасте. Почему? При повышении уровня глюкозы страдают мельчайшие сосуды глаза. Они испытывают перегрузку. Даже привычные сладости, печенье, пакетированный сок или десерт на ночь способны нарушить кровообращение в сетчатке. В результате капилляры слабеют, и сетчатка недополучает кислород и питательные вещества. Это вызывает воспаление и размытость зрения. К тому же избыток сахара ускоряет развитие таких заболеваний, как диабетическая ретинопатия, катаракта и макулярная дегенерация. Эти патологии формируются постепенно и незаметно, но при отсутствии контроля могут привести к необратимой потере зрения. Лучший выход — заменить сладости более безопасными вариантами. Если вечером возникает желание перекусить, отдайте предпочтение фруктам с низким гликемическим индексом, небольшому яблоку или горсти ежевики. Однако самым разумным решением остается сведение потребления рафинированного сахара к минимуму. Ведь вместо поддержки восстановления глаз во время сна он запускает воспаление и постепенно разрушает зрение. Второй продукт, которого лучше избегать — колбаса и переработанное мясо. Многие люди считают удобным вечером перекусить сосиской, ломтиком ветчины или кусочком вареной колбасы. Однако то, что кажется быстрым и простым решением, на деле превращается в скрытую угрозу для здоровья глаз. Подобные продукты содержат избыточное количество натрия и консервантов, в частности нитритов, которые повышают артериальное давление и нарушают водный баланс в организме. Глаза, чьи сосуды особенно уязвимы, первыми реагируют на такие колебания. Повышение глазного давления ограничивает поступление кислорода и питательных веществ к сетчатке, что проявляется размытым зрением, усталостью глаз и в долгосрочной перспективе может способствовать развитию глаукомы. Американская кардиологическая ассоциация отмечает: диеты, богатые переработанным мясом, не только вредят сердцу и сосудам, но и ускоряют ухудшение зрения. Выход прост — заменить колбасы на более полезные источники белка — рыбу, курицу или бобовые. Эти продукты снабжают организм необходимыми веществами, не вызывая повышения глазного давления, и помогают обеспечить более полноценный ночной отдых. Третий продукт, которого стоит избегать — жареная пища и ультрапереработанные продукты. Картофель фри, пакетированные снеки или кусочек жареной курицы перед сном могут показаться заманчивым выбором. Но такие блюда, перенасыщенные насыщенными жирами и рафинированными маслами, крайне вредны для глаз. При жарке масла подвергаются окислению, и в результате образуются соединения, вызывающие воспаление по всему организму, в том числе и в глазах. Это воспаление ускоряет износ сетчатки, способствует размытости зрения, вызывает сухость глаз и повышает их чувствительность к свету. Дополнительный вред вносят соль и добавки, которыми богаты многие ультрапереработанные продукты. Они повышают артериальное давление. В результате сосуды глаз становятся еще более хрупкими, и риск развития глаукомы и кровоизлияний значительно возрастает. В исследовании, опубликованном в Investigative Ophthalmology and Visual Science, показано: питание с высоким содержанием насыщенных жиров и переработанных продуктов напрямую связано с ростом случаев макулярной дегенерации, одной из главных причин потери зрения в пожилом возрасте. Лучшее решение — отказаться от подобных блюд в вечернее время. Если же хочется чего-то хрустящего, замените их морковными палочками, ломтиками огурца или несолеными орехами.
Эти продукты не только утоляют аппетит, но и снабжают организм антиоксидантами, которые помогают сохранить здоровье глаз. Запомните, каждый вечерний выбор может повлиять на то, проснетесь ли вы с более ясным зрением или, напротив, ускорите его ухудшение, даже не замечая этого. А теперь, когда вы узнали, какие продукты поддерживают здоровье глаз, а какие способны им навредить, хочу поделиться с вами простым, натуральным и эффективным ночным рецептом, который можно начать использовать уже сегодня. Ингредиенты: одна свежая морковь, небольшая горсть черники, немного шпината, приготовленного на пару, и половина огурца. Все компоненты нужно измельчить в блендере, добавив стакан фильтрованной воды или, если хотите, натуральной кокосовой воды без сахара. Для усиления эффекта можно влить несколько капель лимонного сока и добавить чайную ложку оливкового масла первого отжима. В результате получится легкий напиток, идеально подходящий для вечернего приема пищи. Наилучшее время для его употребления примерно за 40 минут до сна, чтобы организм успел максимально усвоить полезные вещества. Ночью антиоксиданты из моркови, лютеин из шпината, антоцианны из черники и влага из огурца работают совместно. Такая комбинация укрепляет сетчатку, улучшает кровообращение в глазах, увлажняет роговицу и уменьшает сухость глаз. Кроме того, напиток помогает усилить защиту от синего света экранов и способствует тому, что глаза по утрам будут более отдохнувшими и свежими. При регулярном употреблении можно заметить уменьшение сухости глаз после сна, более ясное зрение при чтении и работе с гаджетами, легкость при адаптации к темноте и долгосрочную защиту от катаракты и макулярной дегенерации. Главный секрет заключается не в том, чтобы попробовать этот напиток один раз, а в том, чтобы сделать его частью привычного рациона. Если включать его в вечернее питание несколько раз в неделю, вы обеспечите своим глазам глубокий и естественный уход именно в те часы сна, когда они особенно нуждаются в восстановлении и защите. А теперь хочу спросить вас, какой из этих продуктов для здоровья глаз удивил вас больше всего? Пробовали ли вы включать какие-то из них в свой рацион для улучшения зрения? Поделитесь своим опытом в комментариях. Если это видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк и отправить его друзьям и родственникам, особенно тем, кому за 60. Помните, часто именно простые продукты способны дать глазам гораздо больше пользы, чем дорогостоящие методы лечения. Подписывайтесь на канал, чтобы продолжать получать простые, эффективные и доступные советы для ежедневной заботы о здоровье. Благодарю за просмотр и до встречи!